Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал The Handmade. Это вторая часть видео мастер-класса по вязанию вот такого вот дракончика. Вяжем крылья. Крылья будем вязать точно так же, как вязали крошки-единорожки. Кому интересен этот видео мастер-класс, ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео. Сделаем только еще незначительное добавление, это добавим обвязку по краю крыльев. Итак, берем плюшевую пряжу в цвет крыльев, основной крючок, хвостик начально оставим подлиннее, им потом будем фиксировать крылышко на туловище игрушки. И набираем 17 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 16, 17. Далее будем вязать в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка. Вяжем 16 столбиков без накида. 1, 2, 3 и 16. Разворачиваем вязание и так, чтобы рабочая нить ушла под вязание, не над вязанием, а под вязание. И начиная с первой петли от крючка вяжем 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 14. На конце у нас остаются 2 петли, их мы не провязываем. Разворачиваем вязание, рабочая нить идет под вязание. Далее также начинаем с первой петли от крючка, вяжем 12 столбиков без накида. В конце у нас останутся 2 петли, мы их не провязываем. Провязали, развернули вязание. Далее также с первой петли от крючка начинаем наше вязание, вяжем 10 столбиков без накида. В конце ряда останутся 2 петли, их мы не провязываем. Провязали, развернули вязание. Далее вяжем также с первой петли от крючка, вяжем 10 столбиков без накида. 2, 3, 10 столбик без накида. Далее нам нужно будет провязать еще 2 столбика без накида вот в этом нижнем ряду. У нас есть 2 петелечки, которые не провязаны, вот их мы и провяжем. 11 столбик без накида и еще один крайний 12 столбик без накида. Провязали, развернули вязание. Далее вяжем 10 столбиков без накида. В конце ряда у нас останутся 2 петли, их мы не провязываем. Провязали, развернули вязание. Далее вяжем также с первой петли от крючка, вяжем 10 столбиков без накида. 2, 3, 10. Далее нам нужно провязать 2 столбика без накида до вот этого начального хвостика. Завести крючок туда, где будет более удобно, и провязать 1 столбик без накида. И вот можно вот в эту крайнюю стеночку второй столбик без накида, его мы не довязываем до конца, будем присоединять пряжу для обвязки. Начальный хвостик пряжи обвязки тоже можем оставить подлиннее, и мы тоже будем фиксировать крылышко на туловище игрушки. Довязываем 12 столбик без накида и далее вяжем обвязку столбиками без накида. Полностью вяжем по всему краю. Вот в этих уголочках я покажу, как мы здесь будем вязать. Сейчас пока до этого края дойдем столбиками без накида. Итак, провязала я столбики без накида за стеночки петель, которые у нас еще не были задействованы в вязании. Далее вяжем за обе стеночки петель, вяжем прибавку.
вяжем в одну петлю 2 столбика без накида. Далее вяжем 1 столбик без накида. И вот в этот уголочек мы провязываем соединительную петлю. Далее вяжем столбик без накида. Далее 1 прибавка. Далее вяжем столбик без накида. В уголочек провязываем соединительную петлю. Далее столбик без накида. В следующую петлю вяжем 1 прибавку. Столбик без накида. В уголочек провязываем соединительную петлю. Столбик без накида. И далее продолжаем вязать столбики без накида до начала обвязки. Итак, одно крылышко у нас готово, второе вяжем точно так же, но только есть один нюанс при обвязке по краю. После того, как свяжете второе крылышко, присоедините пряжу для обвязки по краю, разверните вот так вот крыло и начните обвязку по нижнему краю крыла. Далее идете по этому краю и заканчивайте уже вязание по верхнему краю крыла. Это все делается для того, чтобы у нас получилось и левое, и правое крылышко. Далее свяжем вот такое вот украшение, которое мы потом вяжем в голову игрушки. Итак, берем плюшевую пряжу соответствующего цвета, основной крючок и набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далее будем вязать столбики с одним накидом. Делаем накид и в третью петлю от крючка провяжем первый столбик с одним накидом. Далее делаем накид, в следующую петлю вяжем второй столбик с одним накидом. Накид и в крайнюю петлю вяжем третий столбик с одним накидом. Далее вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вытянем крючок и заведем его в первую петлю вот в этом месте. Далее подхватываем шестую воздушную петлю и присоединяем соединительной петлей. Далее вяжем 2 воздушные петли, 1, 2, и далее провяжем 3 столбика с одним накидом. Будем вязать вот за эту цепочку из воздушных петель и стараемся так вязать, чтобы все столбики друг к другу были очень плотно расположены, чтобы все вязание хорошо разместилось. Итак, вяжем 1 столбик с одним накидом, делаем накид, вяжем второй столбик с одним накидом, накид и вяжем третий столбик с одним накидом. Далее делаем 2 накида, 1, 2, вяжем 1 столбик с 2 накидами, делаем опять 2 накида, вяжем второй столбик с 2 накидами, далее вяжем воздушную петлю и теперь мы провяжем пико. Подхватим стеночку вот этой вот петелечки и рядышком подхватим стеночку петли. Подхватили, на крючке у нас 3 петли, сквозь эти 3 петельки нам нужно протянуть рабочую нить. Протянули. Далее делаем 2 накида, 1, 2 и вяжем третий столбик с 2 накидами.
Далее провяжем 3 столбика с одним накидом. Накид, первый столбик с одним накидом, накид, второй столбик с одним накидом, накид и третий столбик с одним накидом. Далее вяжем 2 воздушные петли, 1, 2, и теперь нам нужно вот в этом месте провязать соединительную петлю. Соединили, все хорошенечко подтянули, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя хвостик длиной сантиметров 5. Далее сделаем обвязку по краю. Я возьму плюшевую пряжу зеленого цвета и вот здесь вот в самом начале присоединю ее соединительной петлей. И туда же провяжу первый столбик без накида, далее второй столбик без накида, третий столбик без накида, далее вяжем уже столбик без накида сбоку, один и второй, и теперь вот в этом углублении провяжем соединительную петлю. Провязали соединительную петлю и далее продолжаем обвязку столбиками без накида. Здесь мы вводим вовнутрь петли крючок, вяжем за одну стеночку столбик без накида и вводим во вторую петлю и тоже вяжем за одну стеночку столбик без накида, так как тут у нас были 2 воздушные петли. Далее уже будем делать обвязку за обе стеночки петель. Далее мы вязали столбики с одним накидом, и здесь можно вязать обвязку за обе стеночки петель. Провязали, дошли мы до места там, где мы вязали пико. Здесь мы тоже провяжем пико, делаем воздушную петлю, подхватываем стеночку второй петли от крючка, стеночку пико. И через все эти 3 петельки протягиваем рабочую нить. Протянули и продолжаем обвязку столбиками без накида. Итак, здесь мы тоже вязали 2 воздушные петли. Поэтому заводим крючок вовнутрь петелечки и вяжем за одну стеночку петли столбик без накида. И также во вторую петлю вводим и провязываем за одну стеночку столбик без накида. Далее вяжем в углублении. Прошу прощения, у меня неожиданно закончилась память на телефоне, я это не сразу заметила. Я уже закончила вязание этого украшения. Сейчас расскажу, что там надо было дальше вязать. Вот в этом углублении вяжем соединительную петлю и дальше вяжем еще 2 столбика без накида. В конце обвязки вяжем соединительную петлю, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя хвостик длиной сантиметров 5. Далее со всех хвостиков пряжи снимаем плюш и эти хвостики протягиваем на лицевую сторону вот в этом месте. Когда мы будем ввязывать это украшение в голову игрушки, мы вот таким образом сложим и вот в этом месте провяжем вместе с головой игрушки. И эти хвостики мы протянем на внутреннюю сторону головы дракончика. И вот эти, получается, у меня хвостики это от фиолетово-зеленой пряжи, а вот эти хвостики от пришивания украшения. Я взяла 2 вот таких украшения, сложила их вместе и пришила. Правда, не совсем подходящего цвета у меня нить для этого дела, но она после пришивания не так сильно бросается, вроде бы смотрится нормально. Вместо этих украшений можно использовать плюшевую пряжу, допустим, желтого цвета, сделать несколько стежков, и тоже будет хорошо смотреться. Далее вяжем 2 маленьких рога. Схема их вязания будет здесь на экране. И переходим к вязанию грудки. Берем плюшевую пряжу в цвет грудки, основной крючок и набираем 5 воздушных петель. 1, 2,
3, 4, 5. Далее вяжем в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем одну прибавку, провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Далее вяжем 2 столбика без накида, 1, 2. И в крайнюю петлю провязываем одну прибавку. В этом ряду у нас должно получиться 6 петель. Это мы провязали с вами первый ряд. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд второй. В начале этого ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 4. В конце ряда вяжем одну прибавку. И в этом ряду у нас должно получиться 8 петель. Далее вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Это вяжем 3 и 4 ряды. Провязали следующий ряд 5. В начале ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. В конце ряда вяжем одну прибавку. И в этом ряду у нас должно получиться 10 петель, итоговое количество. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующие 7 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Вяжем с 6 ряда по 12 включительно. Провязали следующий ряд 13. В этом ряду в начале ряда вяжем одну убавку. Убавку вяжем за обе стеночки петель, то есть заводим крючок в первую петлю, протягиваем рабочую нить, заводим крючок во вторую петлю, протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. В конце ряда вяжем такую же убавку. Провязываем 2 петли вместе за обе стеночки петель. Провязали, воздушная петля, разворачиваем вязание. В 13 ряду у нас должно итоговое количество петель получиться 8. Следующий ряд 14, его мы вяжем без изменения. 8 столбиков без накида. В конце ряда провяжем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Следующий ряд 15. В начале ряда вяжем одну убавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В конце ряда вяжем одну убавку. Воздушная петля, разворачиваем вязание. В 15 ряду итоговое количество петель у нас должно получиться 6. Далее вяжем 16 ряд. В начале ряда вяжем одну убавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. И в конце ряда вяжем одну убавку. В этом ряду у нас должно получиться итоговое количество петель 4. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующие 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 4 столбика без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. С 17 по 21 ряд включительно. Провязали, в конце 21 ряда воздушную петлю не вяжем и последний столбик без накида не довязываем до конца. Его довяжем
плюшевой пряжей в цвет обвязки края. У меня это зеленый цвет. Итак, довязываем этот столбик без накида. И далее делаем обвязку по всему вот этому краю столбиками без накида. Провязали. В конце ряда вяжем соединительную петлю. Все пряжи отрезаем, оставляя небольшие хвостики. Эти хвостики с внутренней стороны протягиваем среди столбиков, чтобы они не мешались при пришивании грудки к туловищу игрушки. И продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить третью часть видео мастер-класса «Дракон Мэй». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!